высоко-высоко в горах, в глубинах самого недоступного региона Грузии, в далекой-далекой Сванетти, там, где еще не ступала нога всех, кому не лень, жила-была девочка Ира. Но эта история совсем не о том. А она о том, как еще один раз эта девочка Ира, несмотря на трудности, затащила людей в такие дальние дали, но обо всем по порядку. И рассказывать было бы не о чем, если бы не один парень. О, что это за парень? Говорят, он явился к нам из далеких-далеких степей. Настолько далеких, что ну просто вау! Этот парень ходил на самый высокий трехтысячник, и кажется, ему захотелось больше. Всем привет! Мы сейчас находимся в солнечной Грузии, Сванетти. Был очень запоминающийся поход, особенно легкий 4-часовой трекинг, который мы прошли почему-то за 9,5. На вершину должны были за 5 часов сходить, но почему-то 8,5 вышло часов. Ну, в общем, поход оправдал, даже превысил все ожидания. Ходят слухи, что он лучший. Это благодаря тому, что Казахстан лучший. Самый высокий трехтысячник в мире там находится. Самая высокая телебашня над уровнем моря. Это очень важно знать. Самая большая юрта, самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире. Родина яблок, тюльпанов. Первое место, где лошадь приручили. И отправились они по ту сторону Бизингийской стены, в страну, где сотни башен и дешевое вино оберегают уходящие в облака вершины гор от посторонних. Но не бывает сказки без сказочника. Он называет их Cool Story. Да, всем привет, меня зовут Андрей. Вот, мы должны были бы в тройку пойти, а потом всех что-то заболело там. Я уже ехал в поезде, думал, вот сейчас в тройку пойдем. Бац, в поезде уже узнаю, что участник слетел один. Нас уже 5, нас еще вроде выпускают, уже приехал, нас уже 4. Тройка срывается. В итоге нас осталось 4. И да и слава богу, мы клево сходили на этот ноль. Спасибо. Высота почти 5000 от рог Бизингийской стены. Выглядит обосраться как прекрасно. Я обосралась. Не я, Леха. И вот я гордо хлопнул крышкой ноутбука, сел в машину и уснул. И мы отправились по горной извилистой дороге прямо к подножию Тутнульда. Я открыл глаза и просто офигел. Целую неделю плотные тучи не оставляли никакой возможности начать восхождение. Но вот, изрядно отожравшись в Батуми, наконец, прогноз обещал целых 4 дня без единого облачка. У нас, как всегда, по прогнозу не было. А на самом деле такая вот беда. Перевал 1А. После всех 1 Б и 2К мы наконец-то попали на настоящий снежный перевал. Наш перевал 1А. Мы шли, начался мокрый снег. Мы такие грустные под огромным камнем, вот так вот стояли и грустили. И нам еще было лень вытаскивать тент. И мы
такие стояли вот так вот. Хорошо тебе? Ну там солнышко, а тут нет. Первый день я запомнил, наверное, как я на коленочках там вылазил в это. Вот там был скальник такой. Надо было так повернуть. Там Ира так хорошо прошел без рюкзака. Я тут жду. Да. И я туда поперся за ней, и прям меня так перевешивало назад. И я так еле-еле там вылез. Знаю, почему ты, когда на тебя смотрю, я хочу спросить у тебя, какие еще достижения сделал Казахстан за последнее время? Ну просто Казахстан, Зато потом... Казахстан плоский, поэтому шутки плоские. Да. Для тех, кто не знает, зачем Леха так шутит. Нам эти шутки стратегически нужны, потому что мы... Делали плоские шутки, чтобы прикрываться ими во время дождя. У Лехи явно есть какая-то склонность быть трамваем. По плану Ирины Сергеевны у нас был очень легкий поход, просто на вершинку сбегать и обратно. Поэтому в первый день мы выехали в 7 утра, а закончили мы в 8 вечера. Но в первый день мы шли до упора. Вымотавшись в первый день, наши путники продрыхли до 9 утра. Но это же не страшно. Впереди легкая прогулка. Буквально пересечь ледник, зайти на подушку, и заслуженный отдых уже ждал наших путников. Утром прекрасно. Я лучше всех просыпался утром. У меня команда получилась все совы, один я жаворонок. Что еще запомнилось, это, наверное, когда ты просыпаешься, и у тебя полностью в ледяной корке башмаки. Ты не можешь засунуть туда ногу, потому что она туда не засовывается. Вот это да. Поехали. И только некоторые догадывались, целая неделя дождей до восхождения могла внести свои коррективы. Сегодня второй день нашего восхождения. И коллективным разумом мы подумали, что Андрюху нам меньше всего жалко. И отправили его тропить. Вон там куча трещин. Где-то вдалеке Ужба, Эльбрус. У нас тут смена лидеров связки. Вот тут вот мы... А вон там Титуль. Вот так вот. Был момент, когда я типа одной ногой провалился в трещину там. Ну, быстренько выжил. Хорошо, Артем, он всегда видел, как только я подхожу к опасному моменту, я чувствую, меня натягивают, я ага, ну все хорошо, значит, там как бы, веревочка под натяжением, меня начнет вытаскивать. Ну, как бы, солнце так разогрело снег, что он налипал и делал просто башмаки огромными. И, не знаю, там, килограмма по 3, наверное, у каждого было теперь на ноге, и ты идешь, все время сбиваешь этот снег, обстукиваешь, очень было неприятно, из-за этого мы, не знаю, в 2 раза, наверное, дольше шли, чем могли бы. Вот, то есть снег где-то, ну, чуть ниже колена, и у тебя, получается, все облипает, все ноги. Очень, очень тяжело. Тема абсолютно не раскрыта про налипание снега. Потому что все, кто услышит, такой, ну, снег налипает, что, первый раз, что ли? Такого дерьма я никогда еще не встречал. Серьезно, ты идешь, тебе налипает вот такая, вот этот вот тапочек весит, ну, я не знаю, 300, например, грамм. Ботинок горный весит килограмм, а тебе налипает килограмм 10. Серьезно, без преувеличений. И не то, чтобы иногда налипает. Тебе ты вот так вот учишь по ноге вот так раз 5 ледорубом, оно отпадает в конечном итоге. На второй шаг оно уже опять вот такое вот. И налипает не просто вот тут вот полоска, а налипает прям на весь ботинок вот этот огромный шар. И ты когда начинаешь идти вот этим огромным шаром, вот так вот его достал, поставил, а он выше почти твоего пояса, потому что вот тут огромный шар на ноге, а ты еще в гору идешь, это чик, это вот. Ага.
4 часа пройти не получилось. Все очень устали, потому что торопили много. А впереди еще оставалось последний подъем, уже вечерело. В общем, как-то мысли закрались, что походу мы не успеем зайти на Титульт, потому что завтра был последний день погодного окна. Вот, было немножко обидненько. А у нас уже закат, а палатку ставить негде. В лучших Ириных традициях. Должны были идти ножками, но почему-то постоянно куда-то проваливались, какой-то снег постоянно налипал. Пришли в итоге вообще ночью. И все равно еще 100 метров не добрали по высоте. На стоянку мы пришли с фонарями уже, потому что последние, наверное, 2 ходки уже было темно очень, но зато было очень красиво. Прям невероятно красивый закат, почти не облачко, торчала Ужба, торчала Эльбрус. Было вот это все видно, как заканчивался свет где-то там вдалеке на небе. Прям невероятно красиво. Я, честно говоря, думал, что мы не дойдем, ни хрена мы не дойдем. Ну, вообще люди восходят, начиная до рассвета еще там, встают в 3-4 часа и идут. Рано встать не получилось, потому что мы ушатались в предыдущий день, и в предыдущий день мы тоже ушатались. В общем, мы были ушатаны. Было очень тяжело вставать и сильно не хотелось. И я очень рада, что у нас был Андрей, потому что он вставал всегда и готовил. Мы поперлись на восхождение, ты идешь, снег замерз, ты такой, кайф. Ну ничего, прошло 2 часа, солнце вылезло опять. Восхождение на Тытнульт — это просто длинный снежное лезвие, как снежный нож это называют. Вот идешь снежный гребень, градусов 60 уклона, прям хороший такой, видно, что если ты покатишься, то выпало много снега, порядка полуметра, если не больше. И вот эти вот 50 сантиметров, лежащие на снежном лезвии в 60 градусов уклона, они легко могли были съехать. И ты идешь первый, и каждый шаг ожидаешь, что ты сейчас наступишь, услышишь вот этот... Точки страховки мне приходилось делать просто из ничего. Ты крутишь бур, у тебя вот столько вот он проходит хорошо, а потом так туда. Ты такой, ну, ладно, попробуем покопать. Покопал, копаешь, уже пыхтишь. Не докопался ни докуда, такой, ну ладно. Вот так вот бур крутил, такой, пух. Ну, может, килограмм 100 он выдержит. И идешь дальше, собственно. Было местами страшно. Вот. Был там такой момент, когда мы подошли, и гребень перешел от снега в лед. Вот Артем шел первый, прокрутил буры, и мы, в принципе, только на передних зубьях прошли несколько, ну сколько там метров? Наверное, 30, да, наверное? И потом наверх был такой подъемчик, тоже неприятный. Туда тоже надо было метров, ну, наверное, 20 наверх вылезти. Вот так. Там было, да, неприятно. Там у меня прям очень сильно я там переживал. Почему? Потому что у меня были заняли ботинки, я их завязал, а у меня потом нога просто болталась этой кошкой, и на этих передних зубьях левая нога у меня там... Я такой думаю, блин, ну вот бы не упасть, вот бы не упасть. Второй день Андрей говорил, неужели мы на эту махину взойдем? Ну, типа, нихера она, блин, огромная гора. Вот, это было прикольно, что мы все-таки зашли. Мы идем наверх. Уже там Ира лидирует нас. Там на Титнульде. Уже конец самый, 4000 там, наверное, все. Я не понимаю, на какой мы высоте. И вот, я уже, кажется, мы на вершине. Подустали, я предложила, ну давайте я пойду первая, потому что у меня вроде бы силы еще есть. Вот, и
Ну, мы как бы уже шли ближе к вершине. Я, правда, думала, что перед вершиной я где-то с Артёмом еще поменяюсь, потому что, скорее всего, я устану. Но этого не случилось, потому что горнячка настигла почему-то всех, кроме меня. Я считаю, был главный секрет — это чай с сахаром. Потому что один я пил чай с сахаром, и мне домой не поплохело. Соответственно, это закон. Пейте чай с сахаром, если вы больше, там, сколько, 3000. Какой-то ад. Я тропил достаточно много, и у меня ноги устали. Ира прет как танк, я не могу ничего с этим сделать, она меня бесит, она на меня орет, я на нее ору. И было очень обидно. Ну, представляете, группа идет, потом кричат тебе: "Стой!" Ты стоишь. Такой ждешь, когда они уже там пойдут. Я встаю, ребята тоже встают. Ты такой, да блин. Кричишь назад, ребята, работаем. Ира слышит, работаем. Мы опять вот туда. Они кричат: "Работаем!" Я такой херачу: "Ира, это не тебе! Ира, стоять!" Ну, в смысле не мне? Ну, сколько надо идти к вершине, мы опаздываем, ребята. Уж уже никакой, просто Ира прет как танк, ты пытаешься за ней успеть вот так вот. Ира такая говорит фразу, такой: что-то мы ледник-то. А, где-то здесь должен быть ледник и переход, да, по-моему, снежный мост. Что-то его нет, снежного моста. Тут должна быть какая-то трещина, а потом предвершинный взлет. Такой идешь и думаешь. То есть это еще не предвершинный взлет. Я такой думаю, неужто мы уже не на вершине? Еще столько идти там. Я так устал. Вот это было, да, я переживал прям тогда. Было прикольно зайти на вершину, и немножко непонятно, потому что ты идешь, какая-то снежная штука, и она как бы бесконечная. Ты приходишь, как бы, и уже как будто начинается какой-то спуск, и только потом до тебя доходит: "О, так это же вершина". Да! Больше не надо идти вверх! Только вниз! Было круто. Вот. Был, конечно, очень страшный момент. Это когда мы рис варили. Очень боялись, что не сварится в итоге. Было очень страшно. Что... Мы все-таки дошли, и... Наконец-то вниз пора идти. А еще переживания за коптер. Я все думал, интересно, его унесет? Нет. Страшно, пипец. Во-первых, там очень красивый, ты такой, ну, штука баксов того стоит, и все-таки достаешь квадрокоптер, распаковываешь его, запускаешь его вот так вот мотыляет, ты такой, блин, ладно, полетели на. Ой, барабан. Скажите, пожалуйста, ваши лапы пострадали в этом походе? Нет. И подумал, надо быстрее перештуровать ботиночки, потому что у меня оттаяли, и нога стала болтаться. Перештуровываю, все что-то смотрят по сторонам, а я сижу, перештуровываюсь. В этот день было плохо, да, очень красиво. Даже на минуту где-то вот это плохое состояние, оно пропало. Но потом, когда мы вниз пошли, такое облегчение было. Всё, нужно было быстрее спускаться, потому что это было уже после обеда. Оцените нашу гениальность, значит. Нашу с Ириной Сергеевной. Все люди как люди, а мы фонарики не взяли. И, как обычно, наше восхождение, которое должно было быть 5 часов, шло уже 9-й час, закат. В общем, правдами и неправдами спустились мы еще до того, как стало абсолютно ничего не видно. В Мессии огоньки уже зажглись. На Эльбрусе стало видно, скорее всего, Гарабаши. Может, туристов. Но мы успели. Пришли, как обычно, ночью. И, как обычно, утром нам надо было срочно валить вниз, потому что там шкмирули. Вот такие мы молодцы. Лучшие руководители. Прям с горы было видно поселок, и он светился ночью, и это было очень красиво. Не знаю, какое-то такое, с одной стороны, домашнее восхождение получается, потому что ты видишь городок, который где-то там внизу светится. Вот. А с другой стороны, мы поперлись уже, получается, в межсезон, потому что снега оказалось очень много, и там действительно уже начиналась зима. И было не так уж просто, как мы ожидали. Было тяжело, потому что началась метель.
когда уже в последний день мы спускались совсем с горы. И даже метель начала уже, когда мы палатку складывали. То есть прям было такое ощущение, что нас быстрее прогоняют, типа валите, валите отсюда, тут сейчас начнется срань. Нравится тебе? Очень. Мы реально быстро начали собираться, быстро спускаться, очень быстро спускались, потому что было, ну, и неприятно, и метель, которая тебя просто вот так вот с ног могла снести, было таких пару моментов. Вот, так что я думаю, мы прям, получается, по погоде очень вовремя успели сходить. Один перевал 2А, одна веревка дюльфера вниз, бесконечный курумник и... Прости меня, пожалуйста. Мы забрались за эти... Но, к сожалению, у нас был план. Мы его придерживались. Успешно, что ли? Внимание. Интрига. Ну, давай, быстрее. О, что-то интересно, уже серьезно. Это не коньяк, что ли? Там что-то булькало. О, шоколадка, ура! У нас есть вершинная шоколадка теперь. Вау, это ж мармелад. Прикольно. Слушай, а там что-то булькало, я слышу. В голове у тебя булька. О, что там написано? Вершина. Мы очень крутые! Спасибо! Просто люкс нереально. Дальше им предстоял путь вниз, Шкамирули, Аджахури, Аджапсантал, Кубдари-Ужгули, Ташмиджаб, Остри, Харчо, Хинкали, Хинкали с грибами, Хинкали с бараниной. Но это уже совсем другая история. Я, наверное, помню, для чего вообще в Грузию приехал. Это, конечно, вино, ой, в смысле, получить новый туристический опыт, чтобы быть более таким профессиональным. Пробую баклажку вина. Я вообще офигел, когда в магазине там, типа, есть такой магазин, Магнити, и там 5-литровые баклажки белого вина стояли. Я даже сфотал их. Ира нормально походы водит? Ой, сейчас. Я с ней вообще никогда больше не пойду. И С Ирой пойдешь в поход? ой, вообще замечательнейший человек. Я даже сейчас расставаться не хочу. Это просто лучший руковод в мире. Скажите честно, вы бы с нами пошли, вот, но только честно, вот, вы только за искренность. Нет.